Всем привет, друзья! Я Валерия. Добро пожаловать на мой канал Эко Кукинг. Сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом рассыпчатого теста, безглютенового аналога классическому песочному тесту. Рецепт данного теста универсален для любой песочной выпечки, а я покажу вам использование данного теста на примере очень вкусного пирога или печенья с прослойкой из помадки на финиках и с шоколадным покрытием. Поехали! Пшенку и бурый рис измельчаю в блендере в муку. Вы можете воспользоваться кофемолкой, но помол должен быть мелким, поэтому желательно просеять муку через сито. Добавляю порошок псилиума, кардамон, корицу и имбирь. Тщательно перемешиваю. К кокосовому сахару добавляю горячую воду, чтобы он быстрее растворился. Добавляю соду, гашеную лимонным соком, соль и кокосовое масло. Все тщательно перемешиваю. К этому времени вода немного остынет, и в теплую воду с сахаром добавляю муку. Все тщательно перемешиваю. Тесто получается вот таким жидким. Тесто можно накрыть пищевой пленкой в контакт или, как я, силиконовой крышкой. Помещаю тесто в холодильник на 3-4 часа. За это время оно стабилизируется за счет псилиума и кокосового масла. Спустя указанное время тесто перекладываю в форму диаметром примерно 17 см, тщательно утрамбовываю рукой, слегка выравниваю тесто скалкой. Диаметр при этом немного увеличится, но ничего страшного, после выпечки лишние края я обрежу. Накалываю вилкой и выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут до румяной корочки. Готовлю крем. Очищаю финики. Предварительно финики я всегда промываю и ошпариваю кипятком. Всегда использую мягкие финики Мазафати. После того, как их ошпарить кипятком, с них легко очищается кожица. Добавляю 1-2 столовые ложки горячей воды, кокосовое масло, здесь не заменять, арахисовую пасту и соль. Можно добавить ванильный экстракт. Все смешиваю в блендере до получения кремообразной текстуры. Смазываю этой помадкой или кремом готовый корж. Ставлю в морозильную камеру на полчаса. В это время готовлю шоколадную глазурь. Беру домашний шоколад. Ссылки на рецепты оставлю под видео. И растапливаю на водяной бане. Темперировать здесь нет необходимости, поскольку шоколад быстро схватится на холодной поверхности. Заливаю охлажденный пирог сверху шоколадом. И в принципе готово. Далее можете украсить по своему желанию. Ставлю пирог еще на полчаса в холодильник и нарезаю горячим сухим ножом. Здесь на самом деле из-за украшения я нарезала на 4 части, но без этого украшения можно было нарезать полосками на 8 прямоугольных пирожных. Вот такая текстура внутри, очень рассыпчатый, мягкий, очень вкусный. Рекомендую. С удовольствием делюсь с вами этим рецептом в новогодние праздники. Пусть он радует вас и ваших близких. Благодарю всех за просмотр. Оставляйте ваши реакции и комментарии под видео. Делитесь фотоотчетами в Instagram. Всегда этому очень рада. Буду рада, если подпишетесь. И до скорых встреч. Пока-пока.